Hi, everyone. Greetings from Fukuoka Foreign Language College. Здравствуйте, всем добрый день, добрый вечер. Я вас приветствую от лица Колледжа иностранных языков Фукуока. Thanks for coming today to hear from us. I guess everyone is interested to hear about higher study in Japan. Я очень рад, что так много людей пришли сегодня, что вам всем интересна тема обучения в Японии. So I am here today to lighten up on that. My name is Salman Bari, and I'm working here as an employee since 2010. Меня зовут Салман Бади, я работаю в этом колледже с 2010 года. I was once a graduated student of this college, and currently I'm recruiting overseas students for them. So let's begin. И дело в том, что я сам закончил этот колледж, а сейчас я занимаюсь тем, что принимаю новых иностранных студентов. Поэтому я знаю про наш колледж не понаслышке. In the beginning, I would like to talk about our college. Позвольте, я прежде расскажу о колледже, о его истории. So Fukuoka Foreign Language College is an accredited institution of higher education with over 119 years of history. It was established in the year 1902. Наш колледж один из старейших колледжей Японии, который специализируется на иностранных языках. Он был основан 119 лет назад и полностью аккредитован. То есть имеет все необходимые лицензии. With the brand concept, we are a global family. FFLC provides the perfect atmosphere for international students to have a quality experience studying in Japan. И наш колледж, наша концепция – это создание такой приятной интернациональной атмосферы, чтобы студенты с разных стран мира могли приезжать и обучаться в Японии. Located at the center of Fukuoka in the Kyushu Islands, FFLC is specialized in preparing students to gain knowledge to a level at which they are able to pursue higher education or a career in Japan. И когда студенты учатся в нашем колледже, они получают степень, которая позволяет им либо дальше учиться, поступить в вуз в Японии и продолжить обучение на бакалавра или на магистра, или трудоустроиться. То есть за 2 года, да, вот в нашем колледже вы получаете 1700 часов изучения, да, и получаете степень ассоциатора, да, то есть такая степень учебная, которая позволяет либо продолжить обучение в Японии, либо трудоустроиться там, где не требуется высшее образование. As it's a vocational college, you will be awarded with an associate degree if you complete studying 2 years, equivalent to 1,700 hours. Ну да, еще раз повторил лектор о том, что все наши студенты, они не просто учатся, да, там, и потом заканчивают колледж, да, они получают ту степень, да, которая позволяет им сразу поступать в вуз, либо же трудоустроиться. То есть это очень важно, это отличие принципиально нашего колледжа от просто языковых школ. So far, we have had more than 500 international students from 52 countries. У нас обучается более 500 студентов из 52 стран мира. You will have a diverse environment while studying here. У нас создана специальная среда для комфортного образования. Besides overseas students, we also have more than 150 Japanese students attending the English course each year. И наша особенность еще в том, отличие от, скажем так, многих подобных учебных заведений, в том, что у нас учатся не только иностранцы, а также и японцы. Японские студенты, они изучают английский язык. Along with the quality class lessons, we offer live guidance to our students, including on-demand visa counseling, accommodation assistance, part-time or full-time employment support, multilingual language assistance,
career advice, and many more. И также наше преимущество в том, что мы не только обеспечиваем занятия по японскому языку, да, мы помогаем нашим студентам с проживанием, с решением различных бытовых вопросов, консультируем их по вопросам трудоустройства, по вопросам какого-то социального обеспечения в Японии. То есть мы берем на себя полностью все вопросы по их пребыванию в Японии, чтобы им было комфортно. Besides study, international students can have the opportunity to take part in several cultural activities, including ikebana, tanabata, Japanese calligraphy, traditional tea ceremony, and so on. Ну и также наши студенты, естественно, не только учат язык, они знакомятся с японской культурой, они могут участвовать в различных мастерских, мастер-классах по своим интересам. Это и икебана, и чайная церемония, и каллиграфия, различные виды спорта, ну и так далее. Просто их большое очень количество разнообразных. Other than that, FFLC organizes over 100 cultural, social, and sports events every year. И также мы организуем около 100 различных мероприятий в год. То есть это мероприятия, которые наши студенты проводят все вместе и общаются. We have the FFLC Adventure Club, where we organize different types of activities for our students. У нас есть такой клуб приключений, называется, да. В этом клубе сотрудники как раз организуют различные интересные мероприятия для наших студентов. То есть они проходят прям с завидной регулярностью постоянно. Most of them are free of cost, and I think this is a very rare thing in Japan, and you may not find such extracurricular activities in other vocational colleges. И что примечательно, почти все эти мероприятия, они бесплатные. Вы редко такое найдете в японских учебных заведениях, да, чтобы все мероприятия, ну, помимо изучения иностранного языка, да, чтобы все вот эти вот поездки, мастер-классы и другие различные мероприятия, они были без оплаты. Это очень важно для иностранных студентов, которые живут в Японии, которым так приходится тратить деньги на жизнь в Японии. Another rare point of FFLC is not only does FFLC have students from over 50 countries, but we do have a lot of Japanese students who are studying English. Вот, ну и еще, да, в этих мероприятиях, да, в том числе участвуют не только студенты-иностранцы из более чем 50 стран мира, а также и японские студенты. То есть это для них очень хороший шанс взаимодействия. This international and diverse environment is a great opportunity for our international students to make friends and practice their Japanese. Это очень хороший шанс для наших студентов не только быть вместе с другими иностранцами, да, а также и подружиться с японцами и практиковать свой японский с ними. Several exchange events with Japanese students are also frequently available. Да, мы тоже постоянно проводим различные мероприятия по взаимодействию с японскими студентами. Okay. International students are also allowed to do part-time work outside of their study time. Наши студенты имеют право на подработку в свободное от учебы время. And we have a career support department dedicated to it. И у нас есть даже целый отдел поддержки трудоустройства, который помогает нашим студентам найти работу. Student can work up to 28 hours per week during their studies and up to 40 hours per week during long vacation periods. Наши студенты имеют возможность подрабатывать до 28 часов в неделю во время учебы и до 40 часов в неделю в период каникул. So making a lunch boxes, or bread, working in a restaurants, convenience stores, and transportation companies are some of the part-time jobs available for the students based on their Japanese communication. Наши студенты обычно работают, например, в каких-то кафе, ресторанах, в магазинах, в различных кафе быстрого питания. Они делают бенто, да, японские вот завтраки в коробочках. Ну, кто-то работает в транспортных компаниях. Ну, то есть работы, в принципе, различные достаточно много.
So here are a few photos of our college, and trust me, it's really an interesting and fun place to study. Ну, и вот я показываю вам здесь несколько фотографий, да, из нашего колледжа. Вы видите, да, это и уроки, и какие-то внеклассные мероприятия, и, ну, поверьте мне, учиться у нас очень интересно. Okay, so now I'd like to talk about Fukuoka. Fukuoka is one of the most complex cities that has a combination of nature and infrastructure development. Ну, позвольте расскажу также о городе Фукуока. Возможно, не все знают. Фукуока – это очень развитый город, один из крупнейших городов Японии, который сочетает в себе и отлично развитую городскую инфраструктуру, и в то же время красивую природу. It is known as the gateway to Asia with its convenient and extensive international network. Фукуока – это город на острове Кюсю, главный город на острове Кюсю, и его еще называют воротами в Азию, потому что налажено авиасообщение с различными азиатскими городами. So you can take a direct flight to Shanghai, Beijing, Seoul, Hong Kong, Taiwan, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, and many more. Да, можно улететь спокойно за считанные часы в Тайвань, в Бангкок, в Пекин, Шанхай, Куала-Лумпур и другие азиатские страны. То есть этот, получается, город расположен на юго-западе Японии, поэтому он ближе к азиатским странам, чем тот же Токио, да, и города, расположенные на востоке. The downtown is just a 10-minute subway ride from the airport. И очень удобно то, что аэропорт Фукуока расположен всего в 10 минутах езды от центра города. То есть город достаточно компактный и удобный. Fukuoka is one of the fastest growing startup cities in Japan and has the highest ratio of young residents. Фукуока – это динамичный, развивающийся город, и в нем проживает, ну, и среди японских городов, это тот город, где проживает максимальное число молодого населения, потому что это город стартапов, город различных инноваций, очень развитый в плане современных, да, технологий и промышленности. It was ranked as 7th best city in the world for the quality of life once upon a time. И вот вы видите, да, журнал Monocle в 2016 году упомянул город Фукуока, как он был седьмым в списке самых комфортных для проживания городов мира, не только Японии, но и мира. Now I want to talk about the living cost in Fukuoka. Сейчас бы я хотела вам наглядно показать расходы на проживание, ну, в Фукуока, да, по сравнению с другими городами. As you will be coming here as a student, you should also think about saving money while studying and doing part-time work. Ну, никуда от этого не денешься, да, если вы приедете в Японию, вам необходимо будет предусмотреть какие-то расходы на свое проживание, даже если вы будете работать, вам значительное, ну, помимо обучения, да, вам понадобятся деньги на ваше проживание. It will help you to settle down here smoothly if you save money a lot here. Но я должен сказать, что в Фукуока вы гораздо больше денег сэкономите, нежели вы будете учиться, например, в Токио. Of course, you can have fun besides study and work, but you need to save money for that, right? So choose your next destination wisely in order to avoid further difficulties. Вы можете, у нас многие студенты так делают, они живут в Фукуока, подрабатывают и уже копят деньги на свое дальнейшее обучение. Okay, you can see here the income in Fukuoka and Tokyo is almost same, like 140,000, 120,000. Ну, вот вы видите, что, например, скажем так, доход, да, та сумма, которая у вас будет, она примерно одинаковая, да, например, к примеру, да, вот тут представлено, что 40 тысяч йен это вам, например, дали ваши родители, да, там, либо поддержка семьи, ну, и вы заработали, если вы будете работать, вот в
Токио вы, конечно, заработаете немного побольше, чем в Фукуока, но бывает так, что даже платят одинаково в зависимости, ну, от того, где вы будете работать. То есть примерно на входе мы имеем одну и ту же сумму в месяц, да, например, 120 тысяч йен или 140 тысяч йен. Okay. But the expenditure of Tokyo is much more compared to Fukuoka, and Tokyo is world's most expensive city. The rent of Tokyo is high. In comparison to Tokyo, you can save more money in Fukuoka. So in short, you can save 30% of your living cost just by choosing Fukuoka. И вот посмотрите дальше в графе расходы, да, мы видим, что питание в Токио дороже, чем в Фукуока, незначительно, но все-таки дороже. Продукты и питание в кафе дороже. Но глобальная разница отмечена в стоимости арендной платы за комнату или за квартиру, да, там общежитие или квартира, в зависимости от того, где вы будете проживать. Фукуока в 2 раза, если не в 3, проживание дешевле. Да? То есть таким образом, и плюс транспорт в Токио дороже, цены на какие-то товары тоже в Токио выше, чем в Фукуока. Поэтому, как вы видите, да, у вас на жизнь денег в Фукуока будет тратиться гораздо меньше, чем в Токио. То есть вы можете прилично сэкономить и даже что-то накопить, проживая и обучаясь в таком городе, как Фукуока. Okay. So there are a few visual sites from our city, and it's kind of really beautiful. Давайте я вам покажу картинки, да, как выглядит город Фукуока. Он действительно очень красивый, очень гостеприимный. So basically, FFLC offers regular Japanese course, which are perfect for international students who want to focus on full-time study and build a strong understanding of the fundamentals of the Japanese language. За те 2 года, что у нас студенты обучаются, они проходят очень хорошую подготовку по японскому языку. То есть вы видите на этой схеме, да, видно, что наши студенты после окончания 2-летнего курса уже могут работать в различных японских компаниях и отелях. То есть у нас программа построена таким образом, чтобы после окончания можно было уже работать, можно было использовать знания на практике. We have April and October intakes every year and offer 1 year, 1.5 year, and 2 years study periods to fulfill. Мы принимаем студентов с апреля и с октября 2 раза в год, поэтому у нас есть курсы одногодичные, курс 1,5 года и 2-годичные. Advanced students who are looking to pursue a career in Japan can continue their studies with 2-year international career course or tourism and hospitality course or business course. У нас есть такие курсы, которые, например, если вы хотите потом трудоустроиться после колледжа, то вам необходимо вот поступить на международный бизнес-курс, либо на международный курс по трудоустройству, да, то есть вот за эти 2 года, да, вы освоите, скажем, получите необходимые знания и сможете устроиться в японскую компанию, да, то есть после, скажем так, после базового курса у нас год, 1,5 или 2, да, вы проходите 2 года вот специализированного курса и можете дальше работать в компании. Advanced students who are looking to, also the advanced study course is designed for students who have already received a certain level of Japanese and are focused on continuing their studies at a vocational or tertiary level. Также у нас есть вот это, получается, Advanced Study Course, да, второй снизу. Это продвинутый курс для тех, кто планирует поступать в университеты. Okay. Обучение в университете. Other than Japanese language course, you must have at least JLPT2 certificate if you are residing outside of Japan for the language course. For the language course, you need basic Japanese language proficiency.
Sorry, for regular, even for regular Japanese course, you have to have JLPT N2 or no. For what course do we have to do we need to have JLPT number 2? So not, I mean, the except Japanese language course, like course, like okay, смотрите, кроме, извините, произошло небольшое недопонимание у нас, кроме, если на обычный вы приезжаете учить просто японский язык, на вот regular Japanese course, на regular Japanese course вы можете приехать с любым уровнем знания японского языка. Да, то есть вас просто по результатам тестирования поместят в ту группу, где вы будете изучать японский язык с теми, у кого такой же уровень. Да? А если вы хотите приехать сразу не на regular Japanese course, да, не просто учить японский язык, а на те курсы, которые вот помечены здесь желтым, да, и на самый последний advanced study course, вот на эти курсы, да, чтобы потом либо трудоустроиться в японскую компанию, либо пойти в университет, то на входе вы должны иметь уровень японского примерно по экзамену, да, японскому языку, Нихонго но Рёкускен, JLPT, думаю, многим знаком, второй уровень. Всего уровней 5, получается второй, это как бы вот почти, первый это самый высокий уровень, да, второй это второй, да, по, скажем так, знаниям японского языка. Поэтому к нам можно приехать как с начальным уровнем, с любым, так и со вторым уровнем, и уже не базовый японский изучать, а изучать именно те программы, по тем программам, которые вам необходимы будут для ваших целей, соответственно, в Японии. Okay, so did you cover like about the Japanese course, like basic Japanese proficiency is only required for Japanese course? Do you already say that? Yes. Okay, okay. So students who successfully complete a 2-year course are eligible to receive an associate degree, allowing them to find work in Japan. Да, то есть, когда вы закончили двухгодичный курс, эти студенты, они могут уже трудоустроиться в японские компании. So this is our fee structure. Здесь вы видите оплату нашу за обучение, то есть в зависимости от курса, да, и в зависимости от длительности пребывания. For 1-year course from April or October, tuition fee is 761,000 Japanese yen. Да, то есть одногодичный курс на 1 год можно приехать как в апреле, так и в октябре вот стоимостью 861 тысяча японских йен. For 1.5 year and 2-year course, first year tuition fee is 816,000 Japanese yen. А вот курс на 1,5 года и на 2 года, они по стоимости получаются почти одинаковые. Okay, please note that the fees may change based on school decisions, so it's better to contact us further while you are in the enrollment. Стоимость обучения, она может измениться, поэтому все-таки лучше дополнительно запрашивать у школы. Например, если вы не сейчас решите, да, решите через полгода к нам обратиться, приехать, стоимость может измениться, поэтому лучше уточнять. And here is the accommodation fee structure. Это стоимость за проживание. Я прошу, если у кого-то включены микрофоны, очень шумно почему-то, откуда-то шум идет, если у кого-то включен микрофон, прошу выключить. Да, это стоимость проживания, вы видите, да, это стоимость проживания в общежитии. Okay, for the single room, 6-month dormitory fee is 359,980 Japanese yen. Вот комната одноместная в общежитии будет стоить около 360 тысяч йен. For the shared room, 6-month dormitory fee is 216,300 Japanese yen. Но если вы будете проживать не в одноместном номере, да, в одноместной комнате, а с кем-то вдвоем, то будет 216 тысяч йен.
It's a quite Это на 6 месяцев. Да, ни в коем случае не на месяц, на 6 месяцев, на полгода. So it's a quite interesting place to live, as there are many international students living here. You can make friends and hang out together besides your study. И я советую нашим студентам выбирать общежитие, а не квартиры, потому что это хороший шанс подружиться, познакомиться с другими студентами иностранными. Это хорошо, потому что многие студенты, они общаются не только на парах в колледже, они гуляют, куда-то ходят вместе после колледжа, заводят себе друзей, вместе где-то работают. Это хороший шанс продолжить общение. So the dorm is very close to the school, and so you don't need to worry about getting late for the classes. И это общежитие, оно очень близко расположено к школе, поэтому не должно быть, да, проблем с опозданиями, с пробками и так далее. Okay, so these are the event photos, and other than regular study, we have many events every year. Ну, как я уже говорила, у нас ежегодно проходит очень много различных мероприятий, соревнований, путешествий. В течение года вот вы можете их видеть на этих фотографиях. As I mentioned earlier, FFLC has an adventure club where we arrange different types of activities for our students. Да, у нас есть так называемый Adventure Club, да, клуб приключений, где мы занимаемся именно организацией этого досуга. So most of the events are free of cost. So if you have time, you can join and have fun. Эти мероприятия у нас проводятся постоянно. Большинство из них бесплатны. Поэтому, если у вас есть время, да, если вы, например, в это время у вас нет работы, вы, пожалуйста, к нам можете присоединиться. У нас студенты с радостью участвуют. Получается очень весело и интересно. So let's go to the next slide. So that's it. What are we waiting for? So let's contact FFLC and allow us to help you to fulfill your dreams. А мы ждем встречи с нашими новыми студентами. Мы, как написано, да, на слайде, что мы одна большая международная семья, поэтому мы будем очень рады стать для вас проводниками в Японии и помочь вам осуществить ваши мечты. Contact us and get ready to go for higher study at FFLC in Japan. Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам, и мы надеемся, что мое выступление еще больше укрепило ваше желание поехать учиться в Японию. We believe FFLC has the most diverse study environment compared to any other institution. У нас очень классная международная среда, очень хорошая обстановка, в которой студенты из разных стран чувствуют себя очень комфортно, но при этом у нас серьезное учебное заведение, которое дает хороший уровень японского языка своим студентам. And it is a kind of a global hub where you will meet students all over the world. У нас обучаются студенты из разных стран мира, поэтому у нас действительно интересно. It will be quite easy to make friends with Japanese students as you will be studying at the same campus. И в нашем же кампусе обучаются студенты, как я уже говорил, студенты японцы, которые изучают английский язык, и таким образом это хороший шанс практиковать оба языка, общаясь между собой. And lastly, extracurricular activities through FFLC Adventure Club will also allow you to take part in over 100 cultural, social, and sports events per year to help you to practice your communication skills and lifelong friendships. Вы будете не только изучать японский язык в классе, вы можете принимать участие в наших мероприятиях. Вот та цифра, которую я говорил, около 100 различных мероприятий за год. Просто представьте, да, вот 360 дней в году и 100 мероприятий, то есть эти мероприятия, они проходят буквально постоянно каждую неделю, вы можете в них принимать участие, и это тоже хороший шанс практиковать язык. Okay, so that's it. We are eagerly waiting for you, and that's all. Thank you. And anyone is up with any question? У меня все с презентацией. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Okay, let me speak in English, okay? Fine.
First of all, I would ask some questions about financial issues because I and my husband are applying for your school. I'm for international career course and my husband for a usual Japanese course. And our main question is about financial sponsorship because we are sponsors for ourselves. I am for myself and my husband for himself. And almost all our funds are kept not in usual bank accounts, but in investment in stock papers. And I'm not sure if it is fine for Immigration Agency of Japan if we will send this kind of bank statement from our broker. Is it fine or no? Because this is our main question. Okay, Ekaterina-san, I think I have checked your documents and I have also checked your husband's documents. And first of all, there are two things. One is you are applying for the career course, which is 2 years, and your husband is applying for the Japanese course, which is 1 year. And obviously, you will have a child coming to you, right? So what I want to say is like, I see your financial sponsor section where you have made yourself financial sponsor, soul's financial sponsor. So as you will be studying for 2 years, you need to show more balance rather than your husband. So I would suggest you to put you and your husband a sponsor for you, and you can go for 2-year course. And then your husband should go for 1-year program sponsoring by himself. Sorry, let me finish. That's a tough question, you know. That's a tough problem because we are planning to get to Japan with our baby, and because as I understand, it is possible to get to international career sponsor and to get this kind of visa for baby, and that's why I have to be my own sponsor, because as our tutor, as our mentor explained us when we were performing our documents, because I'm the one who will sponsor my baby. Like, first of all, you have to withdraw certificate of eligibility from Fukuoka immigration, right? So we, the school, apply for the certificate of eligibility for both of you. But in your child's case, you need to apply for her or him in the local embassy of Japan. So, so three of you will be applying. So obviously you have to show more fund. It doesn't matter. It's in the, you are vested in stock or something else. I checked your documents. You were still okay to have the visa to come to Japan. So what I am saying is the technical issue. Like obviously you will be getting the visas, but it's better because you are applying for 2-year program and you have to show much amount to come here. So just put your husband and yourself in a financial sponsor section in the application form. And then your husband will go with a sole sponsor in his case. So when you get the certificate of eligibility, when you apply to the local embassy in Russia, just apply in general. You can tell them, okay, I'll be sponsored. All together, you mean together, I and my husband? Hello? Hello, yes. Yeah, I can hear you. Go on. Okay, so you mean that it is a question of applying for visa in the final section of our whole system, yes? That we will apply together with my husband. It's not about applying for school. I didn't get your answer. Can you repeat question? Can you repeat it again? Okay, could you repeat one more time your final sentence about applying for visa? I think one of our staff is helping you with the documents, right? So I will just simply just follow her suggestion and write according to the way she suggests. So when you get the certificate
certificate of eligibility, you are definitely sending the tuition fee to us, right? So we're gonna send you the original certificate of eligibility. So when you're getting the original certificate of eligibility, this is kind of a pre-visa. You are almost done with getting a visa. All you have to do is to submit that to the local embassy in Russia, and then submit your additional documents for your child, and just tell them, look, we will be sponsoring ourselves. 3 of us will be going, and we have enough fund, and that's the evidence of our fund. That's it. It will be just simple as it is. Okay, I get it. Thank you. Okay. That's all. Thanks a lot. Yeah, if you have any questions, just let us know. We will be replying you. Darya-san, is there anyone else? Скажите, пожалуйста, у кого-то еще есть вопросы? Задавайте, пожалуйста, вопросы, не стесняйтесь, можете писать их в чате, либо включать микрофон и спрашивать. Можете спрашивать на русском, я переведу на английский. Is there anything came up in the chat section or something? No? Может быть, у кого-то есть вопросы, может быть, не по содержанию презентации, какие-то дополнительные. Let's see. No, I can't see any questions in the chat. Okay, so the people who are attending today's seminar is all are actually thinking to go for studying in Japan, or they are actually studying Japanese and has the interest. So can you ask them? Скажите, пожалуйста, вопрос тогда к присутствующим. Ну, в целом, да, вы участвуете в этой выставке, да, онлайн-выставке, потому что хотите поехать обучаться в Японию, или, может быть, вы просто в ближайшее время, да, может быть, там, в ближайший год, да, либо вы просто изучаете японский язык, и вам было интересно поучаствовать просто ради интереса. Скажите, пожалуйста, может быть, если не сложно, можете написать в чат. Excuse me, we have one question. Okay, from Bunya Say. And can you tell us about how many Korean, Russian, and Japanese students study at your college? How many, which country students? How many? Korean, South Korea, Russia, and Japan. Maybe the percentage. We do not have Korean students. They are already graduated. So, and you know that because of the corona, we didn't receive students from overseas. So right now we do not have, but we used to have Russian students, and they already graduated and are working in Japan right now. And Korean students too? So Korean students, they graduated already. One of them are working here, and another few students, they went back to their country. So right. And students from what countries are studying now? So far, right now, because of the corona, no one came. So we have 32 country students right now. So it includes, mostly they are from Europe, America, like Sweden, UK, USA, and then Italy, and Switzerland, and Asia. If you want to say about Asia, we have students from Hong Kong, we have students from India, we have students from Nepal, we have students from Bangladesh, we have students from Malaysia, we have students from Indonesia, like all around the world. Значит, вопрос был, да, про процент корейских, российских, японских студентов. Но дело в том, что сейчас у нас российских студентов нет. Если про процент японских, вот в презентации, да, много раз вспоминалось, что там примерно 400 иностранных студентов и 160 около того было японских студентов, да, то есть иностранцев гораздо больше, чем японцев. Но что касается корейских, российских студентов, то сейчас нету их, потому что те, кто обучались, они выпустились, вот, а сейчас из-за коронавируса
не могут принимать в таком большом количестве, да, студентов из разных стран, ну и многие студенты просто не едут по различным причинам. Вот, поэтому сейчас у нас прием студентов не так активен. Вот, но студенты, которые раньше к нам приехали, они обучаются. Это студенты из Америки, Европы и также различных стран Азии. У нас нет такого, что прям какой-то большой процент, потому что у нас очень много студентов с разных стран. Именно создается вот такая вот мультиязыковая, мультикультурная среда в колледже. То есть у нас нет какого-то вот засилия, да, студентов только вот с одной страны. Российских студентов у нас было несколько, они все уже окончили колледж и трудоустроились в Японии. Okay, one more comment about your questions. Why are people participating? Why are the students participating here now? So Sophia is beginning learning Japanese now. She's not going to go to study to Japan right now, but she wants to go to Japan in future. Okay. So and one more questions. Again, about from the same person again, about the percentage of students between American, Italian, and Asian students. What students are more in your college? okay. Do you have more Asian students or more students from Italy or America? It's actually difficult to say, but what I can say is, for example, if it's a Japanese language class, if it's a 15 to 20 students, maybe everyone will be from different countries. Sometimes we have had this, like, it's not only Asia, it's all over the world. So in the same class, you will have maybe 3 to 4 students from Asia and maybe 12 to 13 students from Europe, America, and other country students. So it's a mixed class. And after school, you will only get Asian students. Okay. Да, отвечаем на вопрос, да, кого больше студентов, американских, итальянских, очень сложно сказать, зависит от класса. Бывает вообще у нас такое, что класс японского языка, там, например, 15 студентов, и все 15 человек с разных стран. У нас много таких классов. И в то же время, бывает такой класс, где, например, больше азиатских студентов, а где-то, наоборот, больше европейских. Мы формируем классы не по национальности, да, а по уровню японского языка, да, по целям наших студентов. Но вообще у нас школа, она, скажем так, характеризуется тем, что у нас очень много студентов из разных стран. То есть у нас не так, что вот прям одни азиаты учатся, да, но то есть нет никаких причин опасаться азиатских студентов, да, либо наоборот, то есть у нас такая хорошая среда, где всем рады. Так, еще один, one more question from Paulina. She was late for your presentation. Maybe you told us about it, but her question is, can I enter the college without any knowledge of Japanese, with 0 level? Can you ask her or him what is his or her last education background? Полина вторая, извиняюсь, 18, вот, вы задали вопрос, да, есть ли возможность поступить в колледж без знания японского. Полина, подскажите, пожалуйста, вы, не касательно японского, вы сейчас учитесь в школе, или вы закончили, или вы обучаетесь в университете, какое у вас вообще образование на данный момент? Потому что без этого мы не сможем вам ответить на вопрос. Okay, Вы можете, если что, включить микрофон и сказать, не писать. The guideline I shared, and in case if she missed the presentation, she can read it out and she can ask a question. Да, и Полина вот специально для вас отправили презентацию. Now Polina is in the 10th grade of Russian school, so she will graduate school because in Russia we have 11-year course, 11-year school is 11 years, so she will graduate in 2023. And now she is considering about different countries
for entering different. Okay, for the Russian students, he or she can apply without Japanese language proficiency if she has already passed, if she passes high school at least. But you know, like there is an immigration requirements. They ask the students to study 150 hours at least while before they come here. So it's not mandatory. It's not like we submit the documents, but it has to be. If you can do online or self-study, that is also okay. But a basic you should know. Okay. Да, Полина, значит, ответ для вас. В принципе, без, ну, скажем так, без уровня японского языка можно поступать, да, на курс, ну, базового японского языка, то есть, ну, да, нам нужен будет ваш аттестат об окончании школы, да, то есть вы должны закончить хотя бы школу в России, но дело в том, это не наше требование, не требование колледжа, а требование именно, ну, вот, наших миграционных служб для того, чтобы приехать на длительное обучение в Японию, вы должны изучать японский язык в своей стране хотя бы 150 часов. Но эта цифра такая очень условная, да, примерная, но вы должны все равно обладать какими-то минимальными знаниями японского языка, чтобы жить в Японии, потому что когда, ну, если вы вообще, да, не будете понимать ни слова по-японски, да, не сможете говорить, вам, ну, к сожалению, жить в Японии будет не совсем просто. Поэтому мы вам все-таки рекомендуем начать изучать японский язык, и как раз вот, да, за те 2 года, что вы будете, закончите школу, вы уже того уровня, который будет необходим вам для жизни в Японии, да, и для изучения японского языка в колледже будет достаточно. Okay, thank you. And do you provide lessons in Japanese? I suppose that even for beginners, the lessons are held in Japanese. Yes, yeah? Basic Japanese, yeah. Basic Japanese. Okay. Beginner as well. And the teachers are Japanese too. Yes, of course. Of course. Да, это, Полина, еще, да, такое замечание, просто спросила на всякий случай, потому что даже для базового уровня занятия проводятся на японском языке. И преподаватели – это носители языка, то есть даже, ну, грамматику японского языка, да, там иероглифику, лексику, это все объясняют на японском языке. Поэтому какие-то минимальные знания японского языка все равно быть должны. Okay, thank you. And I want you to tell the students about that, like in our school right now, we have 3 graduated students working. One is me, which is the first one, and actually 4. So after getting graduation, like because we have a lot of country students, many companies and many industries come here to, you know, look for us potential students who can able to work for them after graduation. И также должен сказать, что у нас очень высокая степень трудоустройства. Вот у нас даже в нашем колледже работают 3 студента, 3 бывших выпускника, я один из них. И также, ну, не обязательно работать именно здесь. У нас к нам в колледж приходят представители различных японских компаний, и они уже присматривают себе студентов, которым по окончанию предложат работу в их компании. Потому что сейчас Япония очень заинтересована в иностранной, ну, скажем так, не рабочей силе, да, в иностранных специалистах, поэтому очень часто рекрутеры присматривают себе уже выпускников колледжей, нашего в том числе. And one more question about Polina. And what faculties are there in your college? What faculties, and maybe what, not faculties, but maybe it is the question about courses. What we have about faculties? Okay, so we have a basic Japanese language course for the Japanese language learners. We have international career course. We have business course. We have international hotel and tourism hospitality course, and each course for the Japanese students. Also advanced study course. Ну, у нас несколько курсов, то есть, скажем так, не факультеты, да, а курсы.
У нас есть курс базовый японского языка, да, на который можно поступить с минимальными, ну, с небольшими, да, знаниями японского языка. Также у нас есть курс два курса для трудоустройства в Японии, да, там 1- и 2-годичный курс, ну, скажем так, по продвижению в карьере, да. То есть после этого на этот курс необходимо либо поступать после нашего базового курса, либо иметь уровень японского, экзамен JLPT, международный экзамен на знание японского языка, должен быть 2-й уровень. Также у нас есть специальный курс для трудоустройства в сфере туризма и гостеприимства, индустрии гостеприимства. Да, это работа потом позже в отелях. Этот курс тоже он должен проходить либо после нашего курса, либо после, ну, либо просто приехать уже с уровнем знания японского языка, JLPT 2-й уровень. И также у нас есть 2 курса, 1- и 2-годичный курс, курс для поступления в университет. То есть тоже, если вы можете приехать с уровнем JLPT номер 2, пройти этот курс 1 или 2 года, в зависимости, да, от ваших потребностей, и поступить уже в вуз Японии, да, продолжать учебу в Японии. То есть вот такие курсы, то есть как бы у нас не столько факультеты, да, сколько поделено на курсы, студенты выбирают свой курс по своим запросам, ну, и уровню языка. And it's written in the guideline also. Да, и вот я отправила в чат гайдлайн, да, файл. Вот, пожалуйста, посмотрите, скачайте его себе, потому что когда сессия закроется, уже скачать ничего будет нельзя. Скачайте себе, пожалуйста, там есть подробная информация на английском языке про сам колледж и про все курсы. Если у кого-то еще есть вопросы, буквально у нас 2 минутки, наверное, осталось. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. One more question. Won't it be too rude to ask you for your personal email? I mean, email of your college to type all my questions one more time and to send documents that I will redone for you without our agent, because you know it would be a longer chain between us. Yep, and because we do not have too much time, I would like to send you, so you say okay, and then give and the list of our documents in English, of course, and then I will give them to our agent in order to translate all of these documents. Okay. Would it be fine or no? Just a moment. Let me check. Just a moment. あれ、森さん、直接学生がメールを送りたいんですけど、エージェント通してじゃなくて、時間かかるので、それで大丈夫かどうか。英語ですね。じゃあ、私の思い出でします。You gonna do it in Japanese or English? English. 英語ですね。じゃあ、I will write my email address here. English. Okay. Just a moment. Sorry, do you hear me? Yeah, I typed it here. So just follow the chat. Okay, I see it. Yeah, Thanks, you can ask me the question. You can ask me the question. I can give you the answer. But when you pass the documents, please go through your agent, because we have a contract with them. Okay, I get it. Thanks a lot. ではすいません。お時間になりましたので、今の質問で終了していただければと思います。よろしくお願いいたします。Okay, thank you very much for your presentation. Thank you, Daria-san. Thanks. It was helpful, and hope to, have a time there. Okay, thank you very much for your time. Okay, you can exit the room. Okay, students, bye-bye. Take care, stay healthy, stay safe, and hope to see you in Fukuoka. Bye-bye. Спасибо всем за внимание. Жду вас в Фукуока.